Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию диснеевского слоника по имени Дамба. Итак, давайте продолжим наше вязание. Связали мы с вами две части ушка, розовую часть и голубую часть, голубой треугольничек. На нем мы ниточку не отрезаем, продолжим наше вязание. Итак, закончили мы двумя прибавочками. Делаем одну воздушную петлю. Далее прикладываем сверху розовый треугольничек. И вот здесь вот в уголочке протянем голубую петлю. Вот так вот. И начнем соединение двух частей обвязкой столбиками без накида. На уголках делаем по 2 столбика без накида. Делаем прибавочки для того, чтобы уголки были более острыми. Но если хотите, чтобы не были острыми, а немножечко такие вот как бы сглаженные, то не делайте эти прибавочки. Вот так. Здесь вот протянули мы петлю. Провязали вот так вот, сделали как бы соединительную петлю и делаем обвязку по краю столбиками без накида. Старайтесь сделать, чтобы они были так, на более-менее равномерном расстоянии, чтобы вот эти вот такие вот зазубринки гармонично смотрелись. Я дошла до уголков, и вот в эти уголки сейчас провяжу 2 столбика без накида. Один и второй. Эти хвостики прячем вовнутрь и продолжаем соединение двух частей обвязкой столбиками без накида. Итак, две части ушка соединены. На каждом уголке провязаны по 2 столбика без накида, для того, чтобы края, вот эти уголочки, были остренькими. Далее заканчиваем наше вязание соединительной петлей. Сделаю я это вспомогательным крючком. Делаем вот сюда соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который мы спрячем вовнутрь ушка. Вот так. Первое ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами хобот. Начнем с розового пятнышка на хоботе, которое меня смущало, в котором я сомневалась. Но вы в комментариях под вязальным зевлогом написали, то есть одобрили это пятнышко, сказали, чтобы я ничего не меняла. За что вам спасибо большое, что вам все понравилось в этом слонике. Вот это вот пятнышко, так и быть, оно остается. И вообще, вы, мои дорогие подписчики, спасибо вам большое. Вы все дружненько написали, что пятнышку быть и все остальное тоже ничего не менять, все как есть, так и оставить. Итак, давайте продолжим.
Берем плюшевую пряжу розового цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Далее во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Шестой столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу основного цвета, довязываем шестой столбик без накида. И следующий ряд вяжем так. Вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавочку. Так повторим мы еще 2 раза. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. И еще один раз 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Далее можно отметить новый ряд маркером. И следующий ряд будем вязать 9 столбиков без накида за перегородки между петлями. То есть заводим крючок вот в первую петлю с изнаночной стороны, выводим крючок на лицевую сторону. Далее вторая петля, крючок заводим во вторую петлю с лицевой стороны, выводим на изнаночную сторону, и вот у нас на крючке перегородка между петлями. И вот за нее мы провяжем столбик без накида. И так до конца ряда провяжем за перегородки всего 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, розовую ниточку отрезаем, она нам уже не нужна. Завяжем на узелочке. Можно и этот розовый хвостик тоже завязать на узелочке, который у нас самый первый был. Продолжаем вязание. Следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем так. 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 прибавочка. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Ой, извините, нет, не 15, а 12.
Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 15 столбиков без накида. Провязали, маркер снимаем. Далее провязываем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее наполняем наполнителем и наполняем средней плотности. Вот эту вот часть особенно сильно не наполняйте, потому что мы еще с вами будем пришивать. Вот так вот, чтобы хобот у нас смотрел наверх. И когда наполняете наполнителем, делайте так, чтобы вот это вот пятнышко, оно смотрело вовнутрь, чтобы здесь вот была вот такая вот как бы ямочка. Наполнили наполнителем хобот не до предела, дозаполним его еще тогда, когда будем пришивать уже к самой голове игрушки. Далее берем швейную нить и швейную иглу. Швейную нить складываем вдвое для прочности и будем загибать кончик хобота. Делаем это так. Отсчитываем от вот этого края второй ряд, первый, второй. И вот здесь вот подхватываем 2 столбика. Подхватываем 2 столбика. Далее протягиваем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Далее считаем вот вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5-й ряд. И вот в этом 5-м ряду тоже захватываем 2 столбика. Так. Далее вот здесь вот проденем иглу вот под один столбик рядышком вот с этим вот хвостиком, чтобы вывести хвостик. Вот этот, который получится на второй хвостик, к этому первому хвостику вывести. И слегка подтягиваем. Помогаем пальчиками. Подтянули. Смотрим, что у нас получилось. Вот так это будет выглядеть. И завязываем на узелочки. Обязательно помогайте себе пальцами, подгибайте вот так вот хобот, чтобы не порвать петли.
Вот так вот получается. Можно пройтись еще раз. Так, хвостики отрезаем. То есть ниточку отрезаем и хвостики прячем вовнутрь хобота. Ну вот, хобот готов. Далее вяжем шапочку. Берем пряжу желтого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд провяжем без изменения 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее можно отметить маркером новый ряд. И следующий ряд вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида.
Провязали. Следующий ряд вяжем так. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 15. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения, 15 столбиков без накида. Провязали, в следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения, 18 столбиков без накида. Провязали, маркер снимаем, делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. С хвостика сняли плюш, далее выворачиваем шапочку на изнаночную сторону и вот здесь вот сквозь стеночки петель протянем эту ниточку и зафиксируем ее потом. Подтянули, теперь расслаиваем на 2 части ее и завяжем узелочки, фиксируя на одной из стеночек подходящей нам петли. Лишнее отрезаем. Ну, так не сильно, немножечко останется, он спрячется у нас вовнутрь. Вот этот вот, эти вот кончики. Выворачиваем на лицевую сторону, подворачиваем край, и наша шапочка готова. Воротничок с вами свяжем уже тогда, когда игрушка будет почти готова, так как будем набирать цепочку из воздушных петель и будем набирать то количество, которое нам понадобится по объему шеи. Далее начнем с вами вязать туловище. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующий ряд вяжем так: 1 столбик без накида,
плюс 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Далее вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 прибавочка. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать ножки. Для начала вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавочку. Далее вяжем 2 столбика без накида. Далее берем ножку. Смотрим там, где у нас был переход цвета от розового к голубому. Вот это вот, как бы этот переход, чтобы у нас вот смотрел вниз. Вот ножки у нас будут находиться в таком вот положении. И вот эти вот переходы пусть смотрят вниз. Итак, значит, берем, прикладываем к вязанию вот этой вот стороной. Вот это у нас будет низ. И провяжем вместе с туловищем 7 столбиков без накида. Подхватываем петли ножки и петли туловища, провязываем вместе 7 столбиками без накида. 2. Здесь у нас была соединительная петля. Мы сейчас под ней тоже провяжем. 3. 4. 5. 6 и 7. Далее вяжем по туловищу 1 столбик без накида. Вяжем 1 прибавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее 1 прибавка. Далее 1 столбик без накида. 1 прибавка. Далее 2 столбика без накида. И берем вторую ножку. Точно так же прикладываем переходом вниз. И провязываем 7 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4 и 7 столбик без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Далее 1 столбик без накида и еще 1 прибавочка. Итоговое количество петель у нас в этом ряду должно получиться 36. Отмечаем новый ряд. Вот этот кончик тоже зафиксируем узелочком. Следующий ряд провяжем без изменения 36 столбиков без накида. Провяжем его сначала, начнем по туловищу, далее пойдем вот так вот по ножке, потом опять по туловищу, по ножке и по туловищу. Итак, для начала провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее продеваем крючок сквозь первую петлю на ножке, которую мы провязывали вместе с туловищем. Сквозь нее, сквозь эту петлю протягиваем рабочую нить. Далее захватываем первый столбик на ножке, не провязанный столбик, то есть не провязанную петлю. Протягиваем сквозь нее рабочую нить. Далее на крючке у нас образовалось 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы потом при наполнении наполнителя в месте соединения не образовалась дырочка. Итак, первый столбик по ножке мы провязали и далее вяжем еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали. Далее точно так же берем вот эту вот первую петлю. Это уже получается не первая петля, а 7-я петля, которую мы провязывали ножку и туловище вместе. Вот в эту 7-ю петлю продеваем крючок, продеваем сквозь нее рабочую нить. Далее подхватываем петлю на туловище, протягиваем рабочую нить, 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее вяжем еще 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь делаем точно так же. В первую петлю, уже которая провязана вместе с туловищем, продеваем крючок, сквозь эту петлю протягиваем нить рабочую. Далее захватываем непровязанную петлю на ножке, тоже протягиваем сквозь нее рабочую нить, 3 петли на крючке провязываем вместе.
Далее по ножке вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем также. Продеваем крючок сквозь 7-ю петлю, которую мы присоединяли к туловищу. Протягиваем сквозь нее рабочую нить. Далее подхватываем петлю на туловище, сквозь нее протягиваем рабочую нить. 3 петли на крючке провязываем вместе. И еще до конца ряда по туловищу провяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду начнем ввязывать хвостик. Для начала провяжем 35 столбиков без накида. Далее берем хвостик и провяжем его вместе с туловищем 3 столбиками без накида. Маркер здесь уберем, он будет нам немножечко мешать. Далее вяжем последний столбик этого ряда, 36-й. Вяжем с первой петлей хвостика, вместе провязали. И далее 2 петли вяжем, 2 петли от хвостика и 2 первые петли следующего ряда вместе. Это получается второй столбик без накида. И провязываем третий столбик без накида. Маркер фиксируем посерединочке хвостика. Так. Далее вот так вот берете, растягиваете вязание и смотрите, посерединке ли у вас получилось или нет. Может быть, надо будет на одну петлю назад сдвинуть, либо на одну петлю вперед сдвинуть. Просто у каждого плотность вязания разная, поэтому смотрите, вымеряйте сами. Итак, вроде бы у меня получилось, что вроде бы посерединочке. Далее до конца ряда нам нужно провязать 34 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда будем вязать с вами без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. И продолжим наше вязание в следующей части. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую, третью, заключительную часть видео мастер-класса по вязанию диснеевского слоника по имени Дамба. Всем пока-пока!